Девчонки, всем привет! Спасибо, кто присоединился. Тема нашего эфира — как начать действовать. И сегодня я хотела бы с вами поделиться основными причинами, почему боятся начинать действовать, почему они не начинают что-то делать. Вот, я написала шпаргалку, как всегда, вы знаете, я люблю. Я собрала некоторые такие моменты, которые я поняла из каких-то личных консультаций, личного общения, общения с вами. И по своему личному опыту я собрала те причины, почему люди боятся начинать или действовать, то есть начинать что-то новое или действовать как бы по направлению к своей мечте. Сейчас я вам расскажу первую такую причину, и первая из причин, когда человек не начинает действовать, когда он не приступает к каким-то действиям, не делает первый шаг, то это потому, что у него недостаточно все плохо в жизни. То есть, как бы это ни звучало, но очень часто получается так, что люди начинают действовать только в те моменты, когда у них уже просто наступила полная труба, полное болото, они уже там сидят, купаются, да, и вот только в эти моменты некоторые люди начинают действовать из-за того, что все уже сейчас, в данный момент, они докатились до дна, там очень плохо, больше в этом дне они находиться не могут, и только тогда они начинают действовать, предпринимать какие-то шаги. Мне кажется, такой пример очень будет понятен для всех. Вспомните, когда у нас была сессия в университете, нужно было готовиться к экзаменам, как вы, но у меня было точно так, что я в течение года особо не училась. Да, я ходила на лекции, сдавала какие-то задания, которые нужно было делать, лабораторные работы и так далее. К экзамену я тоже особо не готовилась. Сессия происходит там, например, она идет месяц, да, то есть, казалось бы, есть целый месяц, сядь, подготовься, приди на экзамен подготовленная, но нет. Я дотягивала до последнего дня, уже до последнего вечера перед экзаменом, и только тогда садилась за книжку, учила ее, как-то быстро готовилась к экзамену, прибегала на экзамен, все это дело сдавала, и это вот такой классный пример мотивации, когда ты не начнешь делать, пока уже совсем как бы не приспичит, да, то есть пока уже совсем не стало все плохо. Вот, это один из таких моментов. Это на самом деле очень частая распространенная такая мотивация. Это называется мотивация от, когда человеку нужно, чтобы в жизни у него вот все прям не складывалось для того, чтобы он начал наконец-то действовать, предпринимать какие-то шаги. Такой частый пример тоже, когда люди находятся на работе, они работают там, где им вроде бы не очень нравится, ездить им туда не очень удобно, вроде как бы не очень и плохо, но и не очень и хорошо, что-то среднее, и пока их оттуда не уволят с этой работы, или пока там, допустим, не настанет карантин и не перестанет работать транспорт, они с этой работы не уйдут. И только тогда, когда их уже увольняют с работы, у них нету, допустим, никаких сбережений, у них нету никаких дополнительных денег, других денег тоже там ниоткуда не поступает, только тогда эти люди приступают к поиску работы и очень быстро, как угорелые, начинают что-то делать, подавать свои резюме, звонить знакомым, узнавать, кому нужна работа и так далее, и так далее. И вы знаете, такой просыпается креатив, находится очень много возможностей на самом деле, как заработать эти деньги, да, или там как найти работу, которая еще потом лучше оказывается. Это такая очень-очень распространенная мотивация. Второй момент — это когда, почему человек не действует, да, то есть не предпринимает какие-то шаги, скажем, даже с той же работой. На том же примере, который я сейчас вам рассказывала, второй вид мотивации — это когда у человека есть какая-то мотивация к большему и к лучшему, к чему он стремится в своей жизни. Вторая мотивация — это когда мы идем к чему-то большему и лучшему, мы в предвкушении того, что лучшее может произойти с нами в жизни, да. То есть, например, изучение английского языка. Очень частый вопрос, который мне задают: как ты выучила английский язык? И вы знаете, здесь мне сложно что-то рекомендовать людям и говорить, как учила его я, потому что все равно эти инструменты, я даже могу курс написать вам, как я выучила английский язык и там как выучить английский язык, но все равно это не сработает. Здесь срабатывало так, что я когда переехала в Англию, тогда здесь уже по месту я его и выучила, то есть да, у меня были какие-то базовые знания, что-то я знала, но когда я поступила учиться в Кембридж на дизайнера одежды, я вообще не знала никаких слов, которые относились к моей профессии. Все, что было связано с шитьем, с модой, с нитками и так далее, с швейная машинка, все какие-то процессы, которые там были, я ничего этого не знала, как это сказать на английском языке. И когда я пришла на первые там какие-то из занятий, нам выдавали брифы, в которых мы должны были, как техзадания, да, то есть в которых выдавалось
задание, которое нужно сделать за семестр, и я реально с переводчиком переводила все эти задания, потому что я не понимала, что от меня требуется. Ну и, соответственно, вы понимаете, если я не понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы сдать какой-то экзамен или зачет, да, но здесь по-другому немного это, соответственно, мне вообще нужно понимать, что там. Вот, и то есть у многих людей с языком такая вот штука, что у них вот срабатывает то, как было раньше, да, что я говорю, что они его не выучат, пока не приедут в Англию, как было у меня, что я уже по месту сюда приехала и разобралась. Но если вы, например, уже знаете, у вас есть большая мечта, вы хотите переехать в Англию или в Америку, или там в какую-то другую англоязычную страну, и вы понимаете, что для того, чтобы вам туда попасть и нормально хотя бы там оформить документы и что-то вот такое, вам нужно выучить английский язык, хотя бы в какой-то мере. И тогда вы понимаете, что у вас есть большая мечта, вы в предвкушении этого, вы хотите переехать, вы хотите лучшей жизни. И для этого вы себя мотивируете выучить английский язык для того, чтобы потом по приезду могли здесь нормально себя чувствовать, нормально общаться с людьми, да, и так далее и тому подобное. То есть это вот такая мотивация, которая срабатывает ради чего-то большего, когда у вас есть какая-то крутая мечта, которую вы там, ну вот хотите, чтобы это произошло, и ради этого вы готовы сейчас постараться и что-то сделать для того, сделать какое-то усилие для того, чтобы вам потом легче было войти в эту мечту, да. То есть такое бывает, например, с людьми, которые занимаются спортом, занимаются здоровым питанием. У них очень сильная мотивация быть здоровыми. Они хотят этого, они хотят заниматься спортом и кайфовать. Они хотят в будущем прекрасно себя чувствовать, поэтому они занимаются правильным питанием, они следят за своим здоровьем, они смотрят, что они кушают, когда они кушают, зачем они это кушают. То есть это очень классный пример того, когда человек мотивируется к чему-то большему и лучшему. Вот, следующий момент — это почему мы не действуем. Очень часто бывает, когда на самом деле подсознательно это не ваша мечта. К примеру, вы хотите начать какой-то бизнес. Я сегодня, кстати, отвечала на вопросы интервью для одного издания, и там был такой момент, как вы начинали бизнес там и так далее. Многие люди хотят начать бизнес, как это сделать. Вы можете сколько угодно пытаться что-то делать, ну, типа пытаться, да, то есть вы такие, типа, я сделаю это попозже, я начну с понедельника и так далее, но вы все равно не начинаете, и одной из причин может быть именно то, что это мечта, или этот бизнес, или там этот же переезд и так далее не является вашей внутренней потребностью, то есть это не ваша цель. Вы где-то со стороны увидели, что все люди, например, начинают какой-то онлайн-бизнес, и вы подумали, да, круто, мне тоже это нужно. И вы как бы и пытаетесь вроде, и ходите на курсы, и обучаетесь, и смотрите, и то, и расписываете, вроде что-то, какие-то шаги делаете, но вы на самом деле до конца не реализовываете свою мечту. И одной из причин является именно то, что это идея, эта цель, она не является истинно вашей, то есть вы не соединились со своими внутренними потребностями, вы не знаете, какой мир происходит у вас внутри, вы не знаете, что там есть, и поэтому вы выхватываете какие-то цели других людей, какие-то стереотипы, какие-то тренды, вы все это как бы пытаетесь пришить к себе, но вы не будете начинать действовать, если реально по-настоящему это не является вашей внутренней потребностью, потому что все наши внутренние потребности, наши внутренние, скажем так, цели, они в любом случае всегда воплощаются. Как бы сложно казалось это ни было, всегда, когда цель является внутренним вашей, всегда найдутся силы на ее реализацию, но это вот как дважды два — четыре, то есть это 100%. И казалось бы потом, как я это сделала, как мне хватило сил, что это была истинно ваша потребность, и вы хотели ее реализовать, и у вас просто не было других вариантов, это был единственный. И вот как раз-таки почему вы не действуете, это может быть потому, что вы воплощаете чью-то мечту, не свою, и у вас внутренне идет сопротивление, да, диссонанс, то есть вы это не делаете, потому что это не ваше. И такая вот как бы внутренняя стычка идет. Вот, потом очень важный такой момент, это, конечно же, страх. То есть я
не стала ставить его первым в списке причин, почему мы не действуем, но на самом деле это такая довольно часто встречаемая причина — страх, то есть люди боятся. И вот нужно, кстати, разобраться, от чего же именно боитесь вы, когда вы не начинаете, потому что кто-то будет бояться провала, да, что вы, например, там запустите какой-то бизнес, но он не пойдет, или там вы подадите документы на визу, чтобы поехать в Англию, но визу вам не откроют, и вы боитесь именно провала, да, то есть того, что не получится. И вы уже внутренне, изначально уже еще перед тем, как начинать действовать, вы договорились с собой, что у вас это не получится, и вы подумали, а для чего мне это делать, если у меня в любом случае это не получится. Вот, это один из вариантов. Второй из вариантов — это многие люди боятся зависти. Они думают, окей, если я сейчас разбогатею, и там какие-то там соседи и так далее, люди об этом узнают, или вот еще такой важный момент, особенно если узнают мои друзья, они меня возненавидят, они скажут, что я там стала какая-то не такая, как они, вот. Люди боятся этой зависти. Или люди боятся того, что с ними перестанут общаться те люди, которые общаются с ними сейчас. Но поверьте, когда вы развиваетесь, у вас появится и новое окружение, которое будет с вами на одной волне, и вы все вместе, у вас будут общие темы для разговора. Вы даже тот же бизнес там или какой-то новый проект будете обсуждать с удовольствием, с энтузиазмом, друг другу помогать, и вы будете идти на одной волне. В какой-то момент произойдет так, что вы опять разойдетесь и найдете других людей, которые будут с вами как soulmates, да, то есть они будут единомышленники с вами, вы будете с ними на одной волне, то есть это как бы такой страх, вот мы довольно консервативны все равно, да, то есть мы как бы привыкли к какому-то общению, мы привыкли к какому-то уровню жизни, даже если нам этот уровень жизни не очень-то и нравится, но мы к нему привыкли, мы его знаем, и поэтому мы как бы в нем сидим. Поэтому страхи — это такой момент, здесь может быть много разных страхов, они могут быть у вас разные, у кого-то страхи какие-то могут идти из детства еще, да, когда они, допустим, там сделали даже какую-то поделку, что-то придумали, сами сделали какую-то поделку, принесли в школу, ну, к примеру, гипотетически, а им сказали, что эта поделка там некрасивая, или там, что ты сделал, зачем это, ты неправильно выполнил задание, или еще что-то, и человек может просто в будущем уже бояться вот так проявлять инициативу, что-то новое делать, потому что все равно он думает, это обесценят, зачем как бы и начинать, да? Вот, следующий момент — это когда нету энергии. Почему мы не начинаем, да, то есть это когда вот лень, нету энергии, ничего не хочется, хочется все время спать, что-нибудь вот такое. Тут могут быть, конечно, причины и физиологические, скажем так, да, вот этой вот лени, там, депрессухи и всего остального. Бывает просто усталость, то есть на самом деле вы, допустим, довольно уже являетесь активным человеком, и вы много делаете изо дня в день, и у вас просто не хватает ресурса для того, чтобы выделить его еще на какой-то еще новый проект, на что-то еще дополнительное. Или же только-только закончили какой-то важный проект, который забрал у вас много энергии, много ресурсов, много внимания, там денег, времени и так далее, все это вы тут это вбабахали, и теперь вам нужно отдохнуть. Если вы только сейчас вот-вот-вот закончили что-то важное, реализовали что-то для вас важное и такое значимое, да, и это заняло много ресурса, дайте себе время отдохнуть перед тем, как ставить себе какую-то следующую амбициозную цель, потому что если вы ставите себе амбициозную цель одну за другой, и вы не даете себе времени отдохнуть, вы не даете себе времени регенерироваться, вы просто работаете на истощение, да, то есть вы, машинка вот такая вот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы как белочка крутитесь, а вы вообще ничего, даже не замечаете, как вы себя чувствуете, да, поэтому вот кто, может быть, ловит себя на таком состоянии, пересмотрите обязательно видео про осознанность и самоосознание, которое есть и в IGTV, и оно есть на YouTube. Вам будет полезно посмотреть это видео для того, чтобы научиться на самом деле отдыхать и потом двигаться к целям, отдыхать и двигаться к целям, и тогда вы станете намного более продуктивными. Хотя бы вот эта причина, да, почему вы не действуете, она у вас отпадет, вы хотя бы будете знать, как это работает у вас. В какой момент нужно будет остановиться для того, чтобы не истощать свой ресурс, чтобы наполняться опять. Такая причина я выписала. Вы думаете, что вы недостойны, то есть вы не действуете или вы не идете за чем-то, то, что вам нужно, потому что вы думаете, что вы недостойны этого. Вы внутри не ощущаете себя ценными для того, чтобы это иметь. То есть, ну,
даже не знаю, какой вам пример привести, но, может быть, хотите вы купить, например, сумку Шанель, например, вы хотите купить. Вот вы поверьте, если бы вы задались такой целью и сказали, мне нужно столько-то там тысяч для того, чтобы купить эту сумку, пошли, заработали эти деньги и купили, вот, ну, схема понятная, столько-то денег нужно пойти заработать, купить, но тут начинается вот это, да, страхи какие-то, еще что-то. И вот одной из этих причин является то, что вы себя не цените, вам не кажется, что вы достойны этой сумки. И вы как бы даже и боитесь в магазин этот зайти и посмотреть на них, вообще посмотреть, какие они. Вот это является одной из причин. Это может быть такой пример немного примитивной сумкой, но это как бы работает на всем. Если вы не ощущаете своей ценности и думаете, что то, чего вы хотите, оно не может вам принадлежать, оно не является как бы вашим, вы не приняли это в себе, то вы не будете действовать для того, чтобы и заполучить это. А тогда, когда уже есть внутренняя готовность, там уже все, дело техники, то есть там уже намного легче. Вот это вот самый сложный момент вот этого принятия в себя, этого факта, что я ценна, я достойна этого получить в своей жизни, чтобы у меня это было. Вот, и еще последняя причина, почему мы не действуем, из которых я хотела сегодня упомянуть, это то, что у вас еще не созрела готовность для того проекта, который вам хочется. То есть, да, вы вроде подумали, окей, я не боюсь, да, ради чего-то большего, да, я знаю, ради чего большего я это делаю. Допустим, вы понимаете, что вы этого достойны, вы себя цените, вы знаете, что у вас это может быть. Вы до сих пор еще не действуете, то есть вы вот пробежались по списку, посмотрели, не-не-не, ко мне это не относится, и тут может быть такой момент, что у вас просто еще нету внутренней готовности, то есть вы на самом деле вроде и знаете, да, что нужно технически сделать вот это, сделать такие-то шаги, там, подать заявку на открытие бизнеса, открыть бизнес, назвать его вот так-то, создать такой-то продукт, начать его продавать, позвонить всем друзьям, объявить о том, что я это делаю. То есть у вас схема, допустим, готова, какая-то элементарная. Вы знаете, ради чего вы это делаете, большего и так далее. Но у вас еще не накопилось вот этого ресурса необходимого внутреннего, который вам нужен для реализации этой мечты. Может быть, у вас не хватает денег, такое может быть. Может быть, у вас не хватает времени. Может быть, вы морально еще не готовы. То есть вы вроде ходите уже вокруг да около, да, но еще вот взяться и прям сделать вы не готовы. Ничего страшного, если это ваша все-таки цель, если это то, что вам нужно, вы ходите себе, напоминайте об этом. То есть не оставляйте это где-то в дальнем шкафу, напоминайте себе периодически об этом. Ага, куда я двигалась, да, куда я шла? Я шла туда-то, я сегодня какие-то шаги сделала, не сделала. Ну, пускай я сделаю один маленький мини-шаг, пускай это будет половина шажка, но я ее сделаю. И вы потихонечку сами себя туда, знаете, как бы немножечко подпихиваете, то есть вы еще не готовы до конца, но вы не останавливаетесь. Тут самое главное не остановиться, не сказать, нет, все, я не готова, через год вернемся к этому вопросу. Нет, потихонечку, прималюсенькими шагами вы туда идете. Если, например, у человека есть страх, как мы говорили, да, с вами перед этим, то здесь вот это не сработает, типа ты делай и делай. Очень часто вы можете пойти к своим друзьям, поболтать, и они вам скажут, да ладно, что это, какая проблема, да ты просто сделай, ты просто начни. Но нет, это не просто, если у вас есть внутренний страх, вы этого не сделаете, вы даже полшага не сделаете. Тут другой момент, тут нужно разбираться с этим страхом. Идите на консультации, идите думайте, смотрите видео на YouTube, не обязательно идти на консультации, есть много бесплатных ресурсов. Разбирайтесь со своими страхами, и только тогда вы будете готовы приступить к каким-то шагам. А вот в этом, да, вроде и страха такого нету, но чего-то вот еще не хватает, не до конца вы созрели. Вот тут потихонечку, маленькими шагами вы себя подпихиваете к выполнению, к действиям, и тогда это будет продуктивно. Вот, и еще один момент, который я хотела сегодня упомянуть, почему мы не действуем, да, очень многие люди, они думают, что я еще не до конца готова там знания, да, то есть у меня не хватает, например, знаний. А что, если я пойду вести прямой эфир, мне зададут какой-то вопрос, и я не буду знать на него ответ? Значит, ага, мне нужно пойти еще на какие-то курсы, выучить еще там что-то, и тогда 100%, когда мне зададут этот вопрос, я буду уверенно знать, что я должна ответить человеку. Это такая ловушка, вы себя в такую спиральку закручиваете. То есть такие люди, которые бесконечно учатся,
учится, что очень хорошо. Я тоже являюсь человеком, который учится постоянно. Я повышаю свою квалификацию, я читаю книжки, я прохожу тренинги, но я это применяю на практике, я применяю это на консультациях со своими клиентами. Я рассказываю об этом вам, я пишу статьи, я даю интервью, я туда-сюда, я с друзьями, я всем это говорю. То есть что-то новое я узнала, мне обязательно нужно поделиться, во мне это есть, мне хочется рассказать, мне хочется поделиться. И если вы делаете это так, то есть вы уже находитесь в какой-то профессии, или вы уже там в каком-то процессе находитесь, что вы там делаете, и вы что-то еще новое узнаете, приобретаете какие-то новые знания, и выискиваете какую-то новую информацию, какие-то навыки нарабатываете, и вы это воплощаете, это здорово, это круто, не останавливайтесь. Но если вы сидите и бесконечно ходите на какие-то курсы, на какие-то тренинги, на какие-то книжки какие-то читаете, советы у друзей спрашиваете, вы ходите на консультации, то есть вы много всего делаете, но вы так ее не заземляете в действиях, это ловушка, и вы будете постоянным студентом, который постоянно учится, ходит, но ни к чему, никакой реализации, никакому проекту это не переходит, да, и если вы себя словили на вот этом, что да, я являюсь таким как бы учеником постоянным, да, постоянным студентом, который делает, который ходит, учится и так далее, не делает, простите, я неправильно сказала, не делает, просто ходит, учится, слушает, дорога в никуда. Если вот даже у меня на курсах есть какая-то теория, мы встречаемся на встречу, я вам рассказываю какую-то теорию, и потом я даю задания, которые нужно сделать, это нужно сделать, это нужно не мне, потому что я придумала этот курс, это нужно вам, если вы хотите результат получить от курса, на который вы пришли, и это относится не только ко мне, это относится к любым тренингам, на которые вы ходите, это относится ко всем книгам, которые вы читаете. Если в книге написано, что нужно сделать задание, значит нужно сделать задание, потому что иначе вы не возьмете эту информацию в себя, она не прорастет. Это будет просто засорением эфира, но какой-то навык вы не получите, и результата у вас не будет. Поэтому обязательно помните о том, что когда вы учитесь чему-то для того, чтобы получить результат, так не забывайте и делать, применять эту информацию, которую вы получили, для того, чтобы дальше у вас был результат. Вот. Дорогие мои, спасибо большое всем, кто присоединился. Была очень рада наконец-то провести эфир. На прошлой неделе, к сожалению, у нас не получилось встретиться, но теперь все, я уже здоровая, все хорошо, я готова дальше рассказывать вам какие-то интересные темы, делиться с вами своими знаниями, своими ощущениями, просто своим состоянием. Спасибо всем, кто присоединяется. Давайте подумаем на какую-нибудь другую, придумаем какую-нибудь еще тему. Я с удовольствием проведу для вас прямой эфир, запишу что-нибудь на YouTube, посмотрите. Я желаю вам приятного вечера. Действуйте. Если вы не действуете, пройдитесь по видео, посмотрите, в каком месте у вас галочки, да, почему, то есть вы не действуете. Посмотрите, вы знаете, даже понимание проблемы уже на 50% ее снимает, то есть вы уже все, нами управляет то, что мы не осознаем, да, и то есть если вы посмотрели на этот список и честно себе сказали, у меня есть страх, а еще я хожу на курсы, но не выполняю задания, разберитесь со своим страхом, подключите помощь или там разберитесь сами, сделайте упражнения, которые вы услышали на каком-нибудь онлайн-курсе или тренинге, и все, вы уже на пути к своим мечтам. А если вы будете просто слушать и спрашивать, почему я ничего не делаю, к сожалению, ничего не произойдет. Вы хозяева своей жизни, и у вас получится сделать все, чего вы хотите, если вы будете это делать. Чего я вам и желаю. Всем приятного вечера, я вас очень люблю. До скорых встреч. Пока!